Количество жертв дагестанских террористов растет. Российский скандал в Диснее и с кем подружился Лукашенко. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Путин не применит ядерное оружие, даже если потеряет оккупированный Крым. Почему глава украинской разведки в этом уверен? Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реалистичные характеристики российского ядерного оружия. 14-й пакет санкций для РФ. Европа начинает работу сразу над 15-м. Организаторы терактов в Дагестане за рубежом, говорит губернатор. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Количество пострадавших во время теракта в Дагестане выросло до 20 человек. Среди них 17 силовиков, утверждают близкие к МВД РФ телеграм-каналы. Источник канала 112 утверждает, что в Дербенте и Махачкале 44 пострадавших. Канал ШОТ пишет о 19 жертвах. Глава Дагестана говорит, что погибли 15 силовиков и удалось ликвидировать 6 террористов. В Дагестане объявлены 24, 25 и 26 июня днями траура. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. В столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербенте. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Обвинения в сторону Украины уже прозвучали. Версии про ИГИЛ и США тоже звучали от депутатов и Дмитрия Медведева. Мы спросили у военного эксперта о том, кто мог стать организатором всех этих мероприятий. Россия сама стала заложником этой ситуации. Скажем так, поворотный этап был пройден 7 октября, когда Россия взяла на себя функцию защитника и помощника Хамаса, отстаивая интересы Хамаса. Мало того, после этого времени, после 7 октября, даже представители российской власти встречались с представителями Хамаса. То есть, знаете, с одной стороны, они как бы ратуют за единство народов, а с другой стороны, они делают все возможное для того, чтобы разжечь религиозный конфликт на своей территории. Причем пуская возможность как бы решить это все мирным путем. Опять же, не забываем, что если связывать Украину с этими событиями, то это связано непосредственно с войной в Украине. Почему? Потому что фактически все силы российской репрессивной машины сейчас направлены против Украины. И Россия, как это традиционно бывает для лоскутной империи, она просто теряет контроль над ситуацией в окраинных регионах, где существует такое понятие, как комплексные проблемы. А единоросса Магомеда Омарова, главу одного из районов Дагестана, сыновья которого были замечены среди нападавших, исключили из партии за дискредитацию. Сам Омаров уже задержан. Совет Евросоюза принял 14-й пакет санкций против Российской Федерации. Этот пакет включает ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, которые, цитирую, ответственны за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Конец цитаты пресс-службы Совета ЕС. Что предусматривают санкции? ЕС запретит перегрузку российского сжиженного природного газа на территории Евросоюза. Запрещаются новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по сжиженному природному газу. Импорт российского газа европейскими терминалами тоже блокируется. Компании и страны, продающие товары военного или двойного назначения, должны будут обеспечить контроль за тем, чтобы они не попали в РФ.
Запретить использование системы передачи финансовых сообщений, специализированного сервиса обмена финансовыми сообщениями, который был разработан российским Центробанком для обхода санкций российского аналога SWIFT. Ограничения против 116 физических и юридических лиц, санкции против 27 судов из теневого флота России, которые используются для обхода санкций. Запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России. Запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России. К тому же европейские компании получают право требовать компенсации ущерба, нанесенного такими ограничениями. Министр иностранных дел Финляндии заявила, что работа над следующим 15-м пакетом антироссийских санкций начнется немедленно. Путин не применит ядерное оружие, даже если потеряет контроль над Крымом, говорит начальник украинской разведки. Кирилл Буданов говорит, что оккупированный полуостров может быть отрезан от поставок оружия России. И даже в таком случае применения тактического ядерного оружия Москва постарается избежать. Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реалистичные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина. А вот аналитики Института изучения войны говорят, что Россия намеренно размещает свои военные объекты в Крыму рядом с жилыми объектами, районами, чтобы провоцировать украинские силы обороны. Но, скорее всего, объекты те же, которые использовались Украиной до российской оккупации и до того Советским Союзом. Просто за время люди стали жить ближе к ним. Но, тем не менее, так называемый мэр Севастополя говорит о более чем 150 пострадавших после, как утверждает российская Минобороны, попадания сбитой ракеты «Атакамс». И никто, кроме агрессора, не несет ответственность за то, что где-то при атаке на какой-то из этих объектов могут пострадать мирные люди. Это, опять же, не ответственность Украины, что там происходит. Украина была категорична в том, что заявляет, что, пожалуйста, покиньте территорию Крыма, и никто не пострадает. Что касается того, что применит ли Россия ядерное оружие, могу сказать, что откровенно нет, Россия не будет использовать ядерное оружие, потому что в этом нет никакого смысла, во-первых. Во-вторых, вы знаете, я всегда в этой связи задаю вопрос, а когда Россия производила испытания ядерного оружия в своей истории? Да никогда. Российская Федерация никогда не проводила испытания ядерного оружия, поэтому, знаете, у меня есть глубокие сомнения относительно того, что, несмотря на те декларации грозные о том, что ядерное оружие существует, еще не факт, что его можно будет использовать, даже если они это захотят. Ну и третий вариант, вы знаете, я, в общем-то, в этой связи, для того, чтобы закрыть тему с ядерным оружием, более внимательно отношусь к высказываниям игроков ядерного клуба. Так вот, ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни Великобритания никогда не отмечали изменения статуса российского ядерного оружия со времен начала полномасштабного вторжения. А в Севастополе тем временем введен режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения. Лукашенко пригласил главу Мальтийского ордена в Беларусь. Издание «Позерк» пишет, что, скорее всего, отношения налаживаются между Беларусью и Мальтийским орденом. Посол Мальтийского ордена вручил верительные грамоты Лукашенко 24 ноября 2020 года, а в 2022 году Сергей Олейник встречался в Риме с генсекретарем по международным связям суверенного военного Мальтийского ордена. Все это может говорить о действительно тесных связях между ними. Диснеевский расистский скандал. Старший вице-президент во время съемки скрытой камерой признал, что на некоторые должности в компании отбирают по цвету кожи. Его незамедлительно отправили в отпуск. Но благодаря скрытой съемке американского журналиста стало известно, что для подобных заангажированных кастингов используются даже особенные слова, вроде «актер не белый, а не привносящий разнообразие» или «обычный». У меня есть друзья в отделе кадров, и они говорят, никто другой тебе этого не скажет, но они не рассматривают ни одного белого мужчину на эту должность. Мы ни за что не наймем белого мужчину.
Они даже не захотели одобрить продвижение по службе человека, который был наполовину афроамериканцем. Просто потому, что его кожа была недостаточно темной, говорит журналист, который занимался всем этим расследованием. Марсоход обнаружил на Красной планете неизвестную ранее структуру красного камня. Такая порода может свидетельствовать о наличии в этом месте подземных потоков воды. Камни напоминают минеральные жилы, которые возникают от взаимодействия с водой. Все это было обнаружено возле скалистого участка, который называют «Яркий ангел». Марсоход съездит туда, возьмет пробы породы и вернется с результатами. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому мы вас за это благодарим и призываем не останавливаться на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это непременно очень важно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.